Спасибо, что пришли. Обстановка в Донецкой Народной Республике резко обострилась. Украинская сторона за неделю 138 раз нарушила режим прекращения огня. Всего каратели обстреляли территорию республики 839 раз, в том числе из тяжелого вооружения 729 раз. Наиболее интенсивным обстрелам с применением тяжелого вооружения, запрещенной Минскими договоренностями, подверглись следующие населенные пункты: Зайцево, Спартак, Старомихайловка, Жабуньки, Александровка, Коминтерново, Докучаевск, Лозовое, Набережная, район Порта, Петровский район и Вольво-центр, город Донецк. В дате обстрелов населенный пункт Зайцево разрушено 16 жилых домов на улицах Карбышева, Обручева, Муравьева, Лисянского и переулке Торговой. Люди остались без крыши над головой. В Донецке разрушены 5 домов на улицах Зеленый Гай, Бакия, Урожайна, Марка Озерного, Башкирская. Повреждены объекты социальной инфраструктуры: газопровод на улице Финальная, котельная по улице Вагнера и Бакия, а также 20 теплопроводов. В Александровке разрушен жилой дом номер 9 по улице Школьная. В Набережном повреждены 4 жилых строения. В Старомихайловке была повреждена школа. Кроме того, в результате обстрелов продолжает страдать мирное население, в том числе и дети. По данным МЧС Республики, 4 мирных жителя получили ранения, 2 детей возраста 11 и 2 лет получили контузии. Украинское командование давно взяло на вооружение практику открытого террора против мирных жителей Донбасса. Для этого Киев не только закрывает КПП, чем создает социальную и гуманитарную напряженность в отношении местного населения, но и дает команды по минированию наиболее оживленных участков дорог и пешеходных троп. От этого страдает только мирное население. Вы уже знаете случай подрыва гражданского микроавтобуса блокпоста вооруженных сил Украины вблизи Марьинки, в результате чего погибло 4 человека. И о целенаправленном подрыве железнодорожных путей, когда сошли с рельс 8 вагонов. Призываем Россию, Германию, Францию и ОБСЕ, как гарантов мира на Донбассе, содействовать решению вопроса о полном прекращении огня и выполнении договоренностей, достигнутых в Минске, со стороны украинского руководства. И теперь хотел бы обратить ваше внимание на развитие ситуации на Донбассе. В последнее время участились необоснованные информационные вбросы в СМИ с украинской стороны о якобы не прекращающихся обстрелах пунктов пропуска, в частности КПП Марьинка. Кроме того, нас обвиняют в подготовке какого-то наступления. Эту тему президент Украины даже поднял в телефонном разговоре с вице-президентом Джо Байденом, и которые осветили ведущие украинские СМИ для большей огласки. Ответственно заявляют, что это не что иное, как попытка дискредитировать Донецкую Народную Республику в глазах мировой общественности. Мы строго выполняем Минские договоренности. Напротив, по данным нашей разведки, руководство Вооруженных сил Украины создает благоприятные условия в информационной среде, распространяя лживую информацию для оправдания своих агрессивных действий. Только благодаря усилиям российских представителей ОБСЕ и СКК Киев пока не реализовал, свои кровавые планы. Кроме того, по данным нашей разведки, со стороны Вооруженных сил Украины в ночь с 22 на 23 февраля, в канун Дня Защитника Отечества, ожидаются крупные провокации по всей линии соприкосновения на Донецком направлении, грозящие перейти в крупномасштабные боевые действия. Доказательство этой серьезной ситуации хочу обратить ваше внимание на карту, которая находится от меня справа, на которой нанесены перемещения личного состава, вооружения противника, а также районы нарушения режима прекращения огня. В течение недели противник интенсивно концентрировал силы и средства своих группировок на Горловском направлении, верхняя часть карты. Украинские силовики сосредоточили 16 артиллерийских орудий, 2 танка,
3 БТР и 5 автомобилей с личным составом до 150 человек в районах населенных пунктов Константиновка, Дзержинск, Жованка. На Донецком направлении нарастили группировку до 30 РСЗО «Ураган», 12 РСЗО «Град», 17 артиллерийских орудий, 2 САУ, 24 БТР и БМП, до 50 автомобилей с личным составом боеприпасов в район населенных пунктов Красногоровка, Новоградовка, Веселая, Пески, Новомихайловка. Кроме того, по данным нашей разведки, которую мы получили только что, в районе населенного Маринка отмечено прибытие 11 танков и 3 САУ. На Мариупольском направлении увеличили количество тяжелых вооружений до 6 танков, 1 РСЗО «Град», также 20 БТРов и БМП, 22 автомобилей с личным составом и боеприпасами, снайперских расчетов из числа иностранных наемников и до 60 человек личного состава из подразделений двух правый сектор. В районе населенных пунктов Волноваха, Гнутово, Мирная, Толоковка. Эта информация наводит на мысль, что украинские силовики готовят крупномасштабное наступление, заручившись поддержкой США, но армия Донецкой Народной Республики находится в постоянной боеготовности и в состоянии защитить народ Донбасса. Кроме того, как отмечает наша разведка, в соответствии с рекомендациями американских советников при штабе АТО, на линии соприкосновения активизировалась работа снайперских расчетов, как из состава структурных подразделений вооруженных сил Украины, так и числа иностранных наемников из Польши и Прибалтики. Особое внимание заслуживает деятельность националистических батальонов. Ввиду своей патриотической исключительности и отсутствия контроля над ними официальной власти, они продолжают чинить беспредел по отношению к мирному населению. Так, около 200 ущемленных в своих правах и недовольных действиями украинских карателей из добробатов, местные жители Водянова и Широкина, большинство которых составляют пожилые женщины, собрались в Мариуполе и выступили с требованием прекращения силового захвата нацистами своих домов для расселения личного состава. Видимо, до того устало население Мариуполя от наслаждения им украинизацией, что уже перестало бояться вооруженных беспредельщиков нацистов. Не исключены с их стороны вооруженные провокации, как в отношении Донецкой Народной Республики, так и в отношении вооруженных сил Украины, что может привести к катастрофическим последствиям. В конце брифинга подведу итоги. Как видите, мы открыто заявляем, что лживость, безразличие и стремление Киева дестабилизировать обстановку на юго-востоке страны становится преградой к разрешению конфликта мирным путем. Поэтому еще раз призываем международные организации, в том числе и авторитетную миссию ОБСЕ и представителей СКК, обратить внимание на тяжелую обстановку в республике, которая каждый день подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков с молчаливого согласия мирового сообщества. Обращаясь к украинской стороне, не играйте с огнем и не доводите ситуацию до кровопролития, а лучше сосредоточить усилия на мирном урегулировании конфликта. Слушаю вопросы. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Если вопросов нет, мы заканчиваем. Все, большое спасибо.